Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо Санчо. Если же хочется чего-нибудь вкусненького с пенным напитком, то я всегда выбираю зачастую рульку. Вкусное, хорошее, свежее мясо, приготовленное в темном пиве. В общем, я сегодня покажу свой любимый рецепт приготовления рульки, как ее лучше всего и с чем подать. Смотрите этот видеоролик. Если же вам интересна тема рулек, то можете вбить Ранчо Санчо, там, свиные рульки или рульки в казане. И у меня есть там 3-4 рецепта. И сегодня еще один рецепт. Вы понимаете, насколько она нежная? Ее нужно так сильно растушить, что она будет мягкая, она будет распадаться. Там есть вот эти вот прожилочки очень вкусные, само мяско. Кто любит вот чисто постное мясо, то можно выбрать оттуда мяско. Кто нет, с жирком, вот поприятней, зажаренная корочка. Я все сегодня покажу. Погнали сразу же готовить. Чтобы сделать рульку очень пряной, вот я не люблю просто вот мясо. Я люблю, чтобы оно было прям пряненькое. Я выберу базилик, петрушка, кинза, чеснока, лук, морковку, кориандр. И все это будет очень смачно и аппетитно. Укладываем рульки в казан. Укладываем 2 морковки. Лук по бокам. Отправляем сюда 3-4 листика лаврушки. Достаточно много. Большое количество чеснока. То есть 1 большая головка. Укладываем зелень. Базилик, кинза, петрушка. Я всегда добавляю сюда еще кориандр. Вот прям беру вот так вот щепотку и рассыпайте. Но опять же, это на 12-литровый казан. Это на большую-большую компанию. Одну рульку осилит, 2 человека, а то и 3. Поэтому на большую компанию сегодня готовим. Солим. Соли не жалейте, прям 3 щепотки больших. И душистый перец. Штучек 8 кладем сюда. А теперь все это заливаем темным пивом. 1,5 литра на 12-литровый казан. И дополна наливаем и разбавляем уже обычной водой. Воды наливайте побольше, потому что в процессе приготовления вода будет испаряться. И чтобы потом не доливать воду, то есть наполним приблизительно вот так вот воды. Теперь разжигаем огонь. Кстати, такой рецепт свободно можно делать дома. Но только нужно будет кое-что изменить. То есть здесь вы готовите точно так же на плите, а глазируете уже в духовке. А я это все сделаю на мангале. Накрываем крышкой и варим после закипания 2,5 часа. Пока огонь может быть прям очень сильный, ну а после убавляем и на умеренном огне. Вот его варим вот с такими вот мелкими маленькими бульками 2,5 часа. Друзья, любите готовить на гриле, в казане, в тандыре, в печи? Тогда для вас идеальный вариант – это печи барбекю. Печи барбекю Центр. Я ими уже пользуюсь более 2 лет. Они у меня стояли под открытым небом. Им не страшен дождь, снег, солнце, ничего страшного. Малейший уход просто для них нужен. Собираются они как конструкторы. Если вы посмотрите видео, у меня есть. Я их собрал буквально за 1,5 часа. Вот такой вот комплекс барбекю. Изготовлено все это из жаропрочной шамотной смеси, которая выдерживает до 1200 градусов по Цельсию. Проходите по ссылке в описании этого видеоролика и в закрепленном комментарии. Для вас есть приятный бонус у barbecuecentra.rf. Вам будет хорошая скидочка. Не упусти свой шанс насладиться вкусной едой, свежим воздухом на своем загородном участке. Разжигаем угли, так как глазировать я это буду все на углях. А рульки прокипели 2,5 часа. Вот на таком вот маленьком огне. Теперь их отсюда достаем. Лишнее можно убрать. Видите, насколько это все хорошо проварилось?
Пока рульки немного остывают, хотя им не надо остывать, ну ладно, угли разводятся. Берем обмазку. Обмазку я сделаю из соевого соуса. Я люблю, когда пряная рулька слегка сверху немного остренькая. Поэтому я сюда добавляю острый соус шрирача. Какая же рулька без горчицы? По-любому должна быть. Добавляем сюда 2 чайные ложки горчицы. Если вы готовите дома, такую же обмазку вы делаете, только вы это все подрумяниваете при 200 градусах на верхнем тене. Ну, можно на 2 тенах, но на решетке. Все это делаете в духовке. Также я люблю приправу хмели-сунели. Сюда добавляем пол чайной ложки. Многие добавляют мед, чтобы она прям закарамелизовалась и корочка стала прям такой вот хрустящей. Это все можно сделать без меда. И все это подрумянится, придастся аромат дымка. Плюс вот эта рулька хрустящая. Ай. Короче, мед по вашему усмотрению. Ой. Ой, глазурь бомба. Выкладываем рульки. Они чуть уже остыли. Можно и руками взять. И сразу же сверху их немного заглазируем, придадим. Но это не то, что глазурь. Это получится вот такая вот ароматная корочка вот с этим вот вкусом. Немного остринки, немного горчицы. Мне так нравится. Всю глазурь сразу же не тратим, потому что лучше это сделать в 2-3 этапа. Вот. И теперь их минут 15, 20, возможно, в зависимости от жара, доводим на углях, переворачивая и глазируя. Друзья, вот такой вот мой любимый рецепт рульки. Как вам показать, что оно наимягчайшее? От кости оно будет отделяться очень легко. Вот. Как бы к вам повернуть? Просто рулька прям вот отходит. Я вот кость могу вытащить, я уверяю вас. Просто все еще горячее. Мясо внутри. Вот берем изнутри. И оно по волокнам распадается. Это означает, что очень хорошо проварено мясо. Друзья, я люблю, когда есть мясо, есть немного кожицы. Все это макнуть в горчицу и вкусно поедать. Это восхитительно. Квашеная капустка. Сногсшибательно, друзья, за вас. Вот в рульке главное, это правильно сварить ее, то есть от 2 и более часов. Вот 2,5, на мой вариант, это самый лучший. 3, это она прям уже совсем разваливается. 2, у кости мясо еще будет жестковатое. Но опять же, кому-то может быть такое понравится. И вот эту вот кожицу поджарить, чтобы она была вот прям хрустященькая. Немного мяска, да как же это вкусно. Друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там мы будем делать какие-нибудь розыгрыши призов. Не пропустите шанс выиграть что-нибудь классное. И не забывайте переходить по ссылке, если же вы хотите обустроить свою дачу или загородный дом. Вот такие барбекю-печи вам понадобятся. Вкусно на них получается.
Друзья, всем огромное спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, до новых видеороликов. Пока. Удачи вам во всем.